Здравствуйте, меня зовут Татьяна, вы на канале Вязание Хобби. И сегодня я хочу вам рассказать, показать, как я закрываю петли фабричным способом. Он еще известен как итальянский. Кроме того, еще есть название трубчатое закрытие петель, также кетлевочный шов и закрытие петель назад иголку. То есть названий очень много. Самое главное, что он очень эластичен. Это самое вот такое вот, очень важное достоинство. Если его выполнить правильно, он будет выглядеть на самом деле очень аккуратно. Что касается пряжи, он может применяться в изделиях любой пряжи. Вот у меня, допустим, этот свитер связан из пихорки, 50% акрил, 50% меринос. И смотрите, просто вот замечательно, рукав закрыт. Я закрыла и рукав, закрыла низ. Кроме того, я всегда даже набираю тоже фабричным способом петли, потому что, мне это очень нравится. И действительно получается красиво, как машинное производство. Так, этот джемпер у меня связан из половина шелка, половина кашемира. Так, вот у меня закрыты петельки, скрещенная резиночка. Так, там метраж такой небольшой, 400, но с чем-то. Но все равно я закрывала именно вот таким способом, потому что мне это очень нравится. И действительно выглядит очень красиво. Так, и на изнаночной стороне, и на лицевой. Вот рукав то же самое заканчивала резиночкой, скрещенной 1 на 1, лицевые. И тоже закрывала таким же самым способом. Очень красиво получается. Сразу хочу уточнить, что я вяжу классическими петлями. Если вы будете вязать какими-то другими, значит их нужно будет развернуть. Вроде бы на первый взгляд неплохо. Тоже есть у нас правильное закрытие. Вот видите, вот эти вот петельки. Вот петля, она развернута красиво. Вот это у нас тоже правильное. Так, и вот здесь вот у нас уже на образце мы видим, что некоторая часть петель выполнена правильная, вот как такая, вот как эти, так, и на изнаночной стороне. Они будут смотреться одинаково. То есть получается такой вот шовчик, поэтому говорят трубчатые закрытия петель. Но в некоторых местах выполнено неправильно. Значит, я вам предложу сейчас два способа. Первый способ будет следующий. Вот у меня связан образец, резиночка 1 на 1. Мы закрываем сегодня фабричным способом резиночку 1 на 1, то есть одна лицевая, одна изнаночная. Начинаем именно с петли, которая у нас будет изнаночная. Вот у нас получается последняя лицевая, значит мы ее должны на ту спицу провязать так и перенести. В первую очередь мы должны отрезать ниточку примерно в 3 раза. Вот больше этого расстояния, которое мы закрываем. Так, вот эта схема, которую я составила. Я думаю, что вы посмотрите на нее и тоже разберете, запомните. Так, вот смотрите, начинаем с изнаночной. Первое. Так, мы выводим спицу вправо. Петли у нас классические, как я уже уточнила. Классические. Так, вывели вправо. Затем берем в работу 2 лицевые, вот эти вот, которые находятся между изнаночной. Так, но обязательно, смотрите, я вот здесь обвела вот желтым таким фоном и на вторую петлю, вторую лицевую. Почему? Потому что мы должны обязательно найти именно правильно стенку этой петли. Если мы найдем неправильно, у нас будет неправильный край, так, вот который я вам показывала. Здесь вот местами перекрученный, или же вот здесь вот вообще, скажем, абсолютно все неправильно. Поэтому вот у нас петля. Смотрим внимательно вот на эту лицевую, и у нас получается вот эта вот петля, которая у нас позади. Вот это вот вторая. Если мы ее раскроем, смотрите, вот у нас вот так вот раскрывается. И мы ее таким образом будем раскрывать. Значит, подхватываем вот эту вот петлю лицевую, подтянем немножко, и через изнаночную протягиваем вместе. Это у нас вот это вот движение. Выводим влево. Вывели. И осталось у нас третье движение. Вот это вот одна изнаночная. Опять же, вот это самое первое
Вот она. И движение у нас уже будет так же, как и 2 лицевые влево. Заводим иголочку и выводим вот таким образом. У нас получается на спице вот такая картина. Но мы эти 2 петельки, видите, они уже, скажем, вместе. И мы их сбрасываем со спицы. Но сбрасываем таким образом, чтобы не, скажем, не потерять вот эту вот стеночку. Вот видите, она даже и видна. Так, здесь пряжа толстая, 200 метров в 100 граммах. Если тоньше, конечно, надо будет очень внимательно, потому что если потеряете, будет совсем некрасиво. Так, и начинаете движение повторять. 3 петли, 3 движения. Первое движение мы идем вправо. Начинаем с изнаночной. Дальше у нас идет 2-я и 3-я лицевая, которая между этой вот изнаночной. И обязательно, еще раз повторяю, если вы сильно затянете сразу, вы не найдете вот эту вот стенку петли. Поэтому, когда будете протягивать, лучше ее найти, а потом уже вот так вот, скажем, подтянуть. И протягиваете в 3-ю лицевую. Вот. Это все движение влево. И осталось у нас одно движение. Та же самая изнаночная первая, но уже идем тоже влево. Так же, как и лицевые. И тогда уже снимаем петельки. После 3-го движения все петли эти снять со спицы. Мы их снимаем. Но снимаем, еще раз повторяю, таким образом, чтобы не потерять вот эту вот стеночку. Вот. Она для нас очень важная. То есть я ее обвела специально показать, потому что будет некрасиво. И повторяем еще раз. Изнаночная вправо. Первое движение. Так. Если вы потеряли, значит, немножко, скажем так, пересмотрите свои петельки и вытяните именно ту стенку, которая надо. Так. Вот смотрите. Вы можете ее попутать вот с этой. Можете вот с этой. А на самом деле это вот это. Поэтому, видите, я сейчас туго затянула, и мне ее приходится, скажем так, немножко поднимать. Поэтому, когда будете петельки спускать все, обязательно смотрите вот за этой стеночкой. Лучше ее взять, еще раз говорю, потом подтянуть ниточку и затем уже продеть в эти лицевые. И таким образом повторяем вот эти вот все движения. И смотрите, что у нас уже сейчас получается. Вот эти вот петли, мы их развернули вот таким образом. То есть это у нас действительно уже фабричное закрытие петель. Красиво смотрится и с изнанки, красиво смотрится и с лицевой стороны. Вот так выглядит на изнаночной стороне. Так выглядит на лицевой. Так, 2 петли мы соединили лицевые, осталось 3-е движение. Это у нас изнанка. И мы ее влево. И тогда петельки снимаем. Но снимаем вот эту вот аккуратненько. Следим, чтобы она у нас была еще видна, скажем так. Затем вводим спицу изнанку вправо. Прежде чем затягивать, все-таки вот эту вот стеночку возьмете, затянете в другую лицевую и затем вот это вот подтягиваете. Особенно это касается, когда у вас пряжа тонкая. И 3-е движение. Изнанка влево. И снимаете петли. Снимаете аккуратно. Вот эта стеночка, про которую я говорила. Так, вот она. Посмотреть, вот так вот оно должно именно вот таким образом раскрыться. Вот эта вот петля, про которую я обязательно обратила на ваше внимание. Вот эта вот протяжка нам подскажет, где эта стеночка. Так, если вы потеряли, можно, в принципе, вот таким образом, смотрите, раз и вытянуть. Видите? Видите? Я ее вытянула. И тогда подхватываете
Здесь уже можно подтянуть и протягиваете в лицевую. Затем изнанка и петельки спускаете. Так, вот мы дошли до конца ряда. Так, у нас был вот это маркер, который показывает последнюю стенку, последнюю петельку. Так, смотрите, она у нас тоже развернулась. Все сделали правильно. Теперь выворачиваем наизнанку и заправляем. И вот смотрите, что у нас получилось. Все петельки у нас развернуты. И с лицевой стороны, и с изнаночной стороны. Так, это у нас был первый способ. Этим способом пользуюсь чаще всего. Есть еще второй способ. Второй способ будет заключаться в следующем. Берем в работу уже вот эти вот спицы чулочные, прямые. У нас получается резиночка 1 на 1, значит мы распределим петли лицевые на одну спицу, а изнаночные на другую. Так, вот я пересняла все петли на спицу. Лицевые на одну спицу, изнаночные на другую. Если мы посмотрим на другую сторону, у нас эти изнаночные становятся лицевыми, выглядят лицевыми. И сейчас мы с вами будем их сшивать. Шов петля в петлю. Вот про этот шов, который посмотрели уже многие. И я думаю, это видео оказалось полезным, поэтому я очень благодарна всем. Большое спасибо за просмотр и, конечно, большое спасибо за ваши отзывы. Я надеюсь действительно, что вот этот способ запоминания вам пригодился. Но в отличие от вот этой вот, скажем, резинки на этих спицах, у нас будет тяжелее это проводить шов. Почему? Потому что здесь у нас, вот видите, мы складывали две детали вместе, и у нас вот есть такое, скажем, пространство, поэтому его легко держать. А здесь у нас более сложно, потому что здесь не растягивается. Поэтому таким способом я не пользуюсь. Я пользуюсь первым способом, который я показала в самом начале. Петли можно переснять вот таким образом. С этой стороны у нас половина лицевых. А здесь, когда мы развернем на изнаночную сторону, это тоже будут лицевые. И тоже, если позволяет, конечно, у вас пряжа и резинка, тогда можно таким образом аккуратненько распустить и вот эти вот петли уже собрать таким способом. Когда вот петли будут так расположены, посмотрите внимательно, чтобы правая стенка у них лежала на спице, на каждой. И сейчас начинаем движение. Вот на этой спице это у нас лицевая сторона для нас, поэтому мы идем сначала вправо, снимаем петлю и затем влево. Подтягиваем эту ниточку. Сейчас переходим на другую спицу, но видите, будет немножко сложнее, потому что здесь у нас получается очень тесно, поэтому я таким способом не пользуюсь. Я пользуюсь первым способом, который я вам показала. Так, значит, вот мы с вами сняли петельку и на этой спице, на передней. Сейчас переходим на вторую, которая для нас изнаночные уже петельки. Так, делаем движение сначала влево, снимаем петлю и заводим вправо в соседнюю. И таким образом мы повторяем эти движения. Подтягиваем ниточку. Сначала иголка вправо вытягиваем. Затем влево. Петли расположены правой стенкой на спице должны. Так, сейчас у нас левая сторона. Делаем движение наоборот. Сначала влево, затем вправо. Ниточку при этом подтягиваем. Я уже закончила до конца довязывать этот край. И смотрите, как он выглядит на мерсеризованном хлопке. С одной стороны, с другой. И на самом деле очень красиво и действительно привлекательно. В заключение я хочу сказать следующее. Перед тем, как провязывать, закрывать петли вот этим фабричным способом, лучше всего 2 ряда провязать полурезинкой. Почему? Потому что, видите, оно немножко такое, скажем, немножко расширилось. Так вот, если сравнить даже вот это вот изделие, скажем так, то вот это вот у нас наборный край, он стянутый,
а в конце у нас немножко расширился. Поэтому для того, чтобы все-таки более стягивалось это в конце изделия, лучше всего провязать 2 ряда полой резинкой. И еще такой момент. Если вы в будущем собираетесь это изделие, которое вы связали, распускать, то помните про то, что вот этот край, он распускается очень тяжело. Ниточку вам придется, скажем так, скорее всего, разрывать в нескольких местах. То есть он просто так не распускается, как при обычном закрытии. На этом у меня все. Надеюсь на то, что информация, которую вы сегодня услышали, она для вас оказалась полезной. Если вам понравилось это видео, я буду очень рада. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!